Привет, мои хорошие! В сегодняшнем видео буду делать выкладной френч, так что если вам интересна эта тема, присоединяйтесь. Ну а с вами я, Миронова Виктория. Героями сегодняшнего видео будут вот эти руки. В прошлый раз мы моей клиентке делали очень красивый белый выкладной френч с блестяшками. Как вы видите, ногти относились просто отлично, но, к сожалению, они отросли, поэтому нужно снимать полностью старый материал и делать новые ногти. Моя клиентка принесла мне идею ногтей, которые она бы хотела себе сделать. Посмотрев на них, я изначально думала, что откажу, так как нужно было делать перенаращивание, а времени на это не было. Но потом я подумала и решила, что все-таки найду способ, как же сделать этот дизайн и чтобы не перенаращивать ногти с нуля. На первый взгляд такой френч кажется очень простым, ведь что там на самом деле делать? Прозрачный гель, блестки и затемнение возле кутикулы. Да, это очень легко, когда мы делаем первичное моделирование. Но когда мы делаем коррекцию, то есть опасность того, что можно выпилить весь такой дизайн изнутри, когда будем убирать старый ноготь и убирать старый френч, в данном случае белый. Поэтому изначально я буду сейчас проводить вот такие манипуляции. Я максимально убрала старый материал фрезой, затем беру пилку, сужаю свободный край и стараюсь полностью убрать белый кончик, особенно в зоне вроста ногтей, потому что если там оставить белый гель, то потом я просто не смогу сделать красивый дизайн, потому что белый цвет будет просто просвечиваться. Кстати, эти ногти еще немного клюют вниз, поэтому я беру прозрачный гель и выкладываю его на свободный край. Этими манипуляциями я убираю две проблемы. Я поднимаю клюющий кончик, а также делаю прозрачную подложку под наш дизайн. Таким образом, когда я буду выпиливать белый кончик, я оставлю дизайн в покое красивым и невредимым. Отправляю руку клиента в лампу, чтобы материал полностью заполимеризовался. Пушером отодвигаю огрубевшую кожу, затем беру ручку своего аппарата, вставляю в нее фрезу пламя с острым носиком, диаметр примерно 23, если я не ошибаюсь, и вычищаю огрубевшую кожу с пазух. Сначала работаю на форварде, вычищаю все с одной стороны, затем переключаю свой аппарат на реверс и вычищаю уже все с другой стороны. И забыла сразу снять липкость прозрачного геля, нужно было это сделать до работы с фрезой, но если и не сделала, тоже ничего страшного, сейчас убрала липкость и беру пилку и делаю опил поверхности подложки, если так можно сказать. Таким образом я сразу придаю ногтям форму, и дизайн теперь можно выкладывать очень ровно и аккуратно. Также пилкой прохожусь по поверхности натурального ногтя, чтобы снять глянец. Щеткой хорошо удаляю пыль. Затем, как всегда, по стандартной схеме наношу вспомогательные жидкости, дегидратор и праймер. Для того, чтобы твердые материалы хорошо держались, я использую в качестве подложки базу для гель-лака. Выдавливая из тюбика нужное количество материала себе на шпатель, выкладываю его на ноготь и приступаю к выкладке ногтевого ложа. После того, как материал полностью высох, вытираю липкий слой с помощью салфетки, смоченной в спирте. Затем беру самый обычный циркуль с карандашом и измеряю длину ложа. На среднем, безымянном и указательном ногте ложи должны быть одинаковыми. Затем тонкой керамической фрезой подпиливаю бортик, делаю козыречек, чтобы френч получился еще красивее.
Работает сейчас фрезер со скоростью 35 тысяч оборотов, режим форвард. С помощью новой пилки 100 грит подпиливаю борт, чтобы он был четким и ровным. Дальше беру пилку 180 грит и делаю поверхностный опил ложа. Конечно, можно это все сделать и соткой, но из-за того, что материал очень мягкий, могут остаться царапины. И когда ногти в конце перекрыть топом, то эти царапины будут очень видны. Дальше перехожу к дизайну свободного края. Я уже упоминала, что моя клиентка хотела, чтобы кончик был прозрачным, а вот возле линии улыбки был темный край. Поэтому я изначально черной гель-краской либо черным гель-лаком подвожу линию улыбки, отправляю руку в лампу. Затем делаю замес с прозрачного геля и черного гель-лака. Тщательно все перемешав, перехожу к декорированию свободного края. Изначально я подложку промазываю прозрачным гелем. После чего смесь черного гель-лака и прозрачного геля выкладываю возле линии улыбки. Очень важно, что перед этим прозрачный гель я не просушивала. Он должен остаться мокрым, чтобы сейчас черный гель и прозрачный смешивались между собой и получался плавный переход. Сверху я беру крупные серебристые блестки и выкладываю сверху на переход между черным и прозрачным. Вот в таком виде отправляю руку клиентки в лампу, чтобы первый слой высох, и затем перекрываю дизайн прозрачным гелем. Материал высох, так что спокойно могу уже приступать к опилу. Изначально тонкой керамической фрезой убираю белый кончик, который остался еще у нас в начале, а также убираю натуральный ноготь. Если бы я не сделала ту прозрачную подложку, что я делала в начале, где я поднимала клюющий кончик, то сейчас я бы обязательно просто выпилила все блестки и черную окантовку. Осталось пилкой передать форму ногтям. В конце ногти перекрываю прозрачным топом с двух сторон. Вот такие ногти в результате у нас получились, хоть я изначально и боялась браться за этот дизайн, так как думала, что нужно будет полностью делать новое моделирование, но все-таки придумала способ, как можно избежать этого и все-таки обойтись просто коррекцией. Так что если у вас тоже нет времени, как не было сегодня его у меня, лишних минут пришлось искать вот такой способ, и я думаю, что он просто отличный для таких дизайнов. Я надеюсь, что сегодняшнее видео хоть немного было полезным для вас. Если да, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на мой канал, если вы вдруг этого еще не сделали. А также сразу же отвечаю на ваш любимый вопрос, сколько времени ушло на данную коррекцию. Эта коррекция у меня заняла примерно 3 часа. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. С вами была я, Миронова Виктория. До скорой встречи!